Марина, доброе утро. Доброе. Дорогие путешественники во времени и исследователи неизведанного, добро пожаловать на сеанс исследования, где в качестве инструмента мы используем регрессивный гипноз. Сегодня мы вместе приоткроем некоторые забытые, а может быть и спрятанные из тайн истории. Если вы чувствуете, что ваша энергия нуждается в глубокой перезагрузке, знайте, что мы можем вам предложить персонализированные услуги по энергетической и эзотерической чистке, как посредством онлайн-сеанса, так и посредством фотографий. Сегодня Марина, как обычно, войдет в состояние глубокого гипноза, не зная предмета исследования. Я решу, куда мы пойдем, и она узнает все в режиме реального времени. Итак, расслабьтесь и готовьтесь к трансцендентному путешествию. Желаем вам захватывающего просмотра. А теперь, Марина, на счете 3 ты подключишься ко всей информации, которая связана с процессом ченнелинг. 1, 2, 3. А теперь, Марина, на счете 3 ты найдешь в пространстве кинетическом того, одного из тех человека, через который кто-то передает информацию, кто-то ченнелит. 1, 2, 3. Ты нашла такого человека. Ну вот, когда ты только сказал, у меня Мгм, появился сразу, знаешь, как круг такой, знаешь, когда хороводы водят, только здесь мгм. условно только два персонажа. Я в этом хороводе, такой он широкий, и вот какой-то м, персонаж, который для меня воспринялся как Буддой. Вот так. Мгм. Хорошо. Хорошо, Марина. А теперь на счете 3 ты увидишь тот источник, который говорит, сообщает какие-то сообщения через этот человек. 1, 2, 3. Что это за Я не поняла вопрос. Я могу напрямую с вот этим персонажем взаимодействовать, и тогда он мне прямо сообщает. я? Хочу тебе еще раз. Да. Я тебе дал задание найти человека, который ченнелит. Который ченнелит типа с ним, найти того человека, который с ним ченнелит. С Найти этим. ту, тот источник, ту сущность, сущность источник, который говорит через этого человека. На счете 3. 1, 2, 3. Тут, скажем, я уже прям вот с источником и стою. Что это за источник? Каково его истинное имя? Что это за происхождение? Что у него за природа? Считай. Я его вижу просто как поток световой. Мгм, Он холодный поток, мгм, но в нем какой-то, как это скажем, какой-то есть, как что-то меня смущает, ну, условно, мгм. подвох. Хорошо, Марина. Сейчас на счете 3 падают все маски, все иллюзии, все вуали. 1, 2, 3. Ничего хуже не стало, стало только лучше условно. Этот Хорошо. поток стал золотистого цвета в движении теперь, не Мгм. статичный. Посмотри, принадлежит ли эта сущность коллективному разуму?
Вот этот золотой поток, он для меня больше как вот относится к, скажем, к источнику, выше, к Создателю. То есть эта сущность является создатель, источник, Э, Не нашей Вселенной, а выше, как бы Творец. еще выше. Что он, да, он, ну, он золотой, он, но холодный поток, да. Ну, для меня так. Ну, какой, да, это Творец, поток его, потому что я его словно ощущаю этот поток, когда мы очищаемся, вот это такое же. Только сейчас интересно мне направление потока идет снизу вверх, а не сверху вниз. Ой, и сверху вниз тоже может. У меня он просто этим потоком туда-сюда, и я вот То есть условно что значит? встала на него, а вот мы когда очищаемся потоками, вот это такие же ощущения. Мгм. На каком плане бытия или в каком измерении находится источник? Ну, Это это самый верх для меня. самый верх. Мгм. Ну, задам тогда тебе вопрос. Какова эволюционная ступень или уровень развития этой сущности по шкале, которую мы можем понять? Уходит в просто вот наша шкала, и там вверх уходит в точку просто туда, конкретно Мгм. у этой сущности. Ну, потому что для меня это поток Создателя, Творца Мгм. всех вселенных. Арина, а кто этот человек, который получил? Ченнелит, Мгм. давай найдем На счете три. Он перед тобой. Один, два, три. женщину, вижу, Мгм. такую одуванчик. Ну, в смысле, вся такая милая, вся такая хорошая. Она внешность какая-то у нее, ну, в смысле, черты лица не европейского типа, а Мгм. м, Юго-Восточной Азии, вот Мгм. такого Мгм. типа. И у нее черные волосы, вот так вот, это молодая девушка. Мгм. Ну, как молодая женщина, лет там условно 30, не знаю, то есть не старая. Она в каком-то буддийском храме. Это Гуаньинь. Мне хочется сказать «да». Не знаю, кто это, но было что-то типа, знаешь, даже да, и там чуть ли не вот так вот, типа, как когда из благодарности к собеседнику все время вот так вот кланяется. А, спроси у нее, почему я произнес это имя. Мы Ты знакомы. ее знаешь, да. Вы где-то встречались в Мгм. жизни в какой-то. Каковы были наши роли в том воплощении? Близко контактировали. Быс- Близко Близко. контактировали. Она там тоже была в женском и, скажем, тоже такая, как это, скажем, по воспитанию, когда Мгм. вот так вот перед каким-то господином. То есть она имеет опыт воплощения в физической форме. Да, так она и сейчас Мгм. И сейчас есть где-то, да, воплощена. мне кажется, да. Сейчас.
Нет, сейчас что-то как-то по-другому надо спросить. Сейчас все-таки она Мгм. не Она то. уже не нуждается в опыте в Если надо физическом будет, плане. как-то условно, если людям Мгм. надо будет, то она пойдет. У Ну, нас условно, когда люди будут нуждаться. мгм. Как считается, является ли тот источник, из которого она черпает, или тот источник, который она ченелит, учителем считает его, ангелом, наставником? А она как-то условно медитировала в этом храме. Это какой-то Мгм. буддийский храм или монастырь или что-то. И вот прямо на нее прямо этот поток просто напрямую Упал. пошел, и она То есть с ним взаимодействует. сама она не была как бы инициатором, Но это она же в буддийском храме условно молилась и молилась, да, настраивала контакт. М. Вот он и ответил на ее обращение. На ее зов А она такая вся чистая, что условно канал широкий, и она это все воспринимает без по имени, помех и мгм. без человеческих наслоений, а вот прямым. Без фильтров, да, Мгм, без программ фоновых, которые бы помешали. мгм. Просто воспринимает это вчистую. И к ней даже люди приходят, или как, ну, условно, со своими вопросами, а она вот сидит как это скажем, ноги с позе лотоса, да, сидит, и ей какой-то вопрос задают, там, условно, жители этой местности. Она так Мгм. послушала, а потом слушает, что ей скажет поток этот, и передает, как лучше там поступить, чего-то там попросить. Арина, она может поделиться своими знаниями, Да, конечно. мгм, как можно к Ну, этому просто потоку. спрашивай. Мгм. Хорошо, я попрошу ее, если она может, дотронуться моего лба и передать нужную информацию, которую она считает С общей. И Мне может, хочется мне хочется с этого места куда-то в другое перейти, потому что здесь какое-то помехи мгм. темные идут. Надо в какое-то более благоприятное место отлететь. Хорошо, мы все равно откроем высокочастотный поток, Мгм. такой в Так форме можно. цилиндра, защищенный Мгм. этим потоком из источника, первоначального источника, один, два, три, Мгм. и сейчас, Получается. и сейчас она может дотронуться до наших лбов, если ты Мгм. хочешь, и передать всю информацию, которую она считает для себя важной нам передать. Один, два, три. Так, передала. Еще, подожди, еще идет. Мгм. Ну, по крайней мере, я по себе смотрю. Могу сказать, что мне за фразы идет. Скажи. Такие что-то типа. Ладно, если дословно вы не рабы, дети мои, я создавал этот мир немного другим. Действуйте, вы можете изменить этот мир изнутри. Вот такие вот были фразы. Все закончилось. Хорошо. А теперь, Марина, я сейчас проанализирую у себя эту информацию Мгм. и приму решение принять всю информацию или если какая-то дезинформация,
1, 2, 3. Анализ прошел. Что я высказал? Есть какая-либо информация, которая не соответствует моим? Нет, все ты условно в Хорошо. позитиве. Хорошо. На счете 3. Я эту информацию синхронизирую со своими знаниями. 1, 2, 3. Так. А теперь, Марина, на счете 3. Если она желает, чтобы я поделился из своих знаний с ней, Нет, она все оттуда получает, ей хорошо. достаточно. Мы благодарим ее. Она что-то тебе добавить хочет Хорошо. Может добавить. от себя, что-то, что-то почему-то говорит, не обижайся. А что не обижайся? За какой-то момент что-то не обижайся. Какой это был момент? На счете 3 пускай она выскажет. 1, 2, 3. Что у нас есть какие-то неразрешенные вопросы. Или это я был отвержен? Нет, это не то. Это как тебе персонально передали, не обижайся. Что-то не обижайся. На нее? Ну, возможно, да, на нее не обижайся. Так было нужно, что-то такое. Ну, ты как будто бы и не сильно обиделся, но вот она Ну, ушла от под- меня, под- ушла. Нет, Не ушла? Хочет не вернуться? об этом. Ушла не в плане, условно, у вас-то ничего не было, чтобы она ушла, да, только Вот почему как ушла и будто ничего бы не было. ушла в монастырь, наверное. Ничего не было, да. Ну, у каждого свой путь. И нужно уважать решение каждого, у каждого свои задачи, своя эволюция, Мгм. свой поиск. Я все понимаю. И я не прощаю, потому что нечего прощать. Здесь нет обид. Она поняла? Да, да. Хорошо. На счете 3 мы благодарим Гуаньи. Мгм. 1, 2, 3. И на счете 3 уходим в другое пространство. 1, 2, 3. А теперь, Марина, на счете 3 ты мне скажешь из всех тех, кто чинелят, какой процент ченнелинга такой? 1. Настоящего, Да. скажем. А теперь, Марина, мы найдем одного человека, который ченнелит из всех 99%. 1, 2, 3. Ну, это вообще какой-то клоун. Клоун. Ну, в смысле, тут уже прямо с шоу
И я вхожу в это состояние. Ну, то есть это уже совсем для развод такой, скажем, для Мгм. лохов. Хорошо. Нашла. Вот. Хорошо. А теперь, Марина, на счете 3 посмотри, что у него канал за связи и с кем он связывается. Нам надо что-то другое смотреть. Это просто шарлатан. Хорошо. Он, кажется, просто условно играет эту постановку каждый раз. Постановку, да, Он да. даже ни с кем не связывается. Он просто Почему он в связывается театре. со своей дуростью? Почему? Вот. Это тут и А может театр быть, если в какой-то. театр со своим режиссером? Да, только он это выдает Да, как? как другую Хорошо. картинку. Надо кого-то, кто как бы Марина, связывается. на счете 3 ты найдешь в гипнотическом пространстве такого человека, который чинелит, считает себе каналом для какого-то Знаешь, высшего можно, если... наставника, который, у которого есть какой-то канал на Ютубе, который учит какие-то каким-то мудростям, премудростям из высокого источника. Подожди, мне хочется, знаешь, как-то меня условно отлетаю, условно Мгм, от земли, и вижу такие, ну, ниточки, скажем, мгм, те вот мгм, самые канальчики, мгм. но они все стопорятся на уровне условной атмосферы, то есть они дальше этого купола не проходят. Вот можно какую-нибудь ниточку посмотреть или посмотреть, куда они упираются. А, Вот в этот матричный слой они, наверное, как-то и Марина, вот упираются. предыдущий поток от города Он Иня, это была в такая нитка? Нет, там вот такенный штопор, в Мгм, смысле, мгм. поток прямо, через все эти атмосферные слои, Целая, купола и так целая, далее. целая река, да? Тут огромный столб световой. А тут такие ниточки, которые доходят только до, купола. Вот мне это Мгм. матричный слой, и мне кажется, что они вот Отыщи, упираются отыщи все туда. такой какой-то потолще. Ну, давай, я их просто Такой, вот условно вижу, сейчас все какую-то пересмотрю. веревку найди. Мгм, Ниточку, а веревку найди. На счете 3. 1, 2, 3. мгм. Нашла. Ну вот, потолще кто-то. Так. А теперь спускайся по этой веревке до того, как который кому эта веревка привязана. Кто-то Мне кажется, это какая-то женщина вот, женщина. с Мгм. ноутбуком, Ну, средних лет, лет мгм. 40, светлые волосы. Мгм. Она думает, что она чайная лет Мгм. с Марией. Вот. Смотри, посмотри, она что-то там пишет, что-то там Ну, передает. ведет свой блог, да, и Она из какой страны? не русскоязычная это. Англоязычная или Мгм. европейская? Англоязычная. То скорее американское что-то или что. Ну, то есть, да тут не важно, по сути. Нет, то есть это конкретный человек, да? Да-да-да. Мгм. У нее есть свой вот блог, и она ведет от И имени блок он какой? Марии. Какая тематика? Духовная тематика? Прям вот Или условно псевдодуховная? очередное послание. Не, но она искренне верит, что она связывается с тем, с кем пишет, только вот все эти канальчики, они упираются вот в этот матричный слой. Хорошо. А теперь просим эту сущность, источник, к которому тянется вот эта веревка, себя идентифицировать. На счете 3. 1, 2, 3. Мне хочется больше сказать. Еще раз Да. говорю, что это не сущность, а вот прям
вот матрица, как бы, и Мгм. они все, ну, просто Ну, считывают там какие-то, как это, коды, которые, программы, которые написаны, чтобы которая передавать, только каждый. мгм, мгм. То То есть, есть если к тебе кто-то подключается по вот такому вот волшебному каналу, мгм, то типа давай им вот такое вот заливать. Сейчас я пытаюсь оно не, оно неплохо. Ну, условно, посыл у этих всех каналов неплохой, он совершенно нормальный. Ну, условно, даже и у этой, как бы там, а давайте жить дружно, а давайте жить там в благости. То есть посыл у этих постов условно позитивный, адекватный, но они все а, вот читают эту информацию из этого слоя. мгм. То есть слой, который запрограммирован, да, Если к матричным. нему подключаются вот так вот, Мгм, то давай-ка вот туда сливать вот эту. Знаешь, хочется сказать, что у контактера, скажем так, как-то вот он когда-то захотел, ну, ченнелить или там что, и он так чуть-чуть так высунул, назовем этот свой каналчик, свои антенки. Условно, первое, что поймал, обрадовался и не проверял ничего, не, ну, и воспринял это как вот то, что надо, и просто начал, ну, информацию эту передавать, которая ему полилась. А как-то, если ты хочешь больше, то тут намерение должно быть сильнее и мощность у самого контактера, который бы пробил, скажем, своим этим потоком эту стеночку, потолочек. И тогда дальше выйдешь уже и свяжешься с тем, с кем хотел. А тут как будто бы так было ну, на расслабоне, в смысле. Долетели, начали считывать, а тут у всех для всех дежурная программа есть, которая передает вот такое мгм. позитивную, но с этого слоя, не выше. Опиши, каков технический процесс установления челлинговой связи. Но конкретно вот эту барышню можно Да, посмотреть. Для да. нее это идет как это интуитивное письмо. Знаешь, когда ты с утра просыпаешься, и пока там условно чистый М, лист у тебя в голове, мгм, она просто садится и на своем ноутбуке начинает набирать текст, мгм. который ей льется, как будто бы это послание сегодняшнего Какой дня вот от Марии. оп опиши, как это с ней произошло первый раз, первый. А она из чувства гордыни, скажем так, захотела. То есть тут идет эго, условно, что я вся такая Мгм, крутая. Наверняка я там могу вот ченнелить и садиться в условную, ну, расслабление, как бы в такую легкую медитацию и отправляет свой этот посыл запроса, ей сразу идет вот это вот условно приветствую тебя, там, дочь моя. мгм. Тут надо как-то различать. Ну, то есть, по сути, это обыкновенный процесс, нормальный процесс, в котором мы в медитации обращаемся. Но тут как-то от напора и силы самого ченнелирующего зависит, докуда он сможет достучаться, А до этого слоя, посмотри либо мгм. пойти А дальше. посмотри, что в тот момент, когда он хочет, желание появилось, творится на метафизике вокруг него. Не поняла вопрос. То есть поля, энергии посмотреть, поля или что? Посмотреть, есть какие-то подключки к ней, какие-то условия созданы для того, Нет. чтобы. А откуда вот это желание Так это такое? ее Эго. эго. Мгм. Ну, как-то скажем, что я крутая, круче всех. Вот из этого чувства она пошла. Поэтому, условно, Ей как-то. импульс был Мгм. небольшой, не искренний, а такой пиум. И вот Мгм. докуда стрельнула, И что докуда она получила стрельнула. в ответ? То есть саму методику получила она? Нет, вот пошел ответ ей в уши сразу. То есть как
Это было Тут, утром? да, и она потом просто стала повторять это, типа работает, вот что мне Мгм. кажется, как бы скажем, условно сама вот эта система запрограммирована, что если идет какой-то вот такого рода запрос какой-то, чтобы отдавали ответ, условно, чтобы человек больше не парился, не хотел чего-то большего. Мгм. То есть Мгм. вот, это он получил то, что хотел, это Всё. отлично, и все. Больше, Канал, значит, канал есть, все. не нужно, у него не будет попыток все-таки реально достучаться Другого, до другого поиска, более. источника Мгм. внимательного и Мгм. искреннего, и какого-то. И вот сама вот этот слой запрограммирован, что если кто-то, он даже отслеживает их, условно, все время отслеживает вот эти, идет, ну, я вот на уровне этой вот, не знаю, стратосферы, скажем, отслеживаю вот Мгм. это пространство, и идет здесь вечный поиск, а кто же отправляет запросы. Мгм. И если находится такой вот пиум, запрос этот, то он перехватывается и условно «Здравствуй, дочь моя». Идет эта дежурная фраза. Мгм. Их можно отличать, я имею в виду ответ, Мгм. фразу. Можем отличать можем, да. Я имею в виду истинное подключение к источнику, например, от вот этого «Здравствуй, дочь моя». Можно отключать, потому что это когда ты подсоединяешься к источнику, ты не слышишь, скажем так, прямого текста, что ли. Это С изнутри как Ты бы, слышишь поток и ощущения, то есть а не просто текст в уши. и этот поток, он из сердца, когда из источника, да? Оно какое-то просто идет как, понимание, больше как яснознание. Вот как Мгм. они Ты в уже, уши ты формируешь информацию вопрос, и у вливают. тебя сразу есть ответ. Ты уже Вот да, знаешь оно на ответ. знание. Когда ты соединяешься с источником, оно на знание. И вот еще раз повторю, важно импульс, из которого ты соединяешься. Если ты соединяешься из эго или даже из любопытства, между прочим, то это тоже условно твоего импульса, чтобы докуда хватит стрельнуть твоим запросом этого до потолка матричного слоя, и тогда тебя перехватит. А если это из сердца, из чувства там даже молитвы, и там условно, ну, молитвы, благодати, благодарности, вот оно идет отсюда, там импульс шире, импульс больше и сильнее, и он, э, скажем так, вот эту просто пробивает и не обращает внимания на тот этот поисковый запрос, и идет дальше. Вот. Ау. Да, Ага. так. А кроме молитвы есть еще какой-то другой процесс? Ну, обращение к высшим, То конечно. есть это как бы молитва, когда ты молишь, просишь одно, а другое, когда ты Ну, благодаришь тоже, я имею в виду благодарность, ну, тоже, Мгм. то есть благодарность, и еще третий, Ну, любовь тут, когда ты переполняет любовь человека. то есть вибрационно имеет разные уровни запросов, да, на подключение, Но мощнее получается да, вот этот мощь- и- стрела из запроса. более острая, то есть Сильнее, мощнее она пиум и сила. ушла туда, вверх вообще. А посмотри, А из гордыни такой мгм, маленький мгм. плевок. А посмотри, какой аспект человеческого существа является основным приемником? Ментальное тело, астральное тело, душа, казуальное тело. Мы говорим про ситуацию Да, с этой женщиной. условно.
с женщиной, Да, тогда да. она на ментальный план ей передается, поэтому она слышит это условно ушами. Мгм. А А когда это в идеальном состоянии, оно что идет на уровне ощущений, вот это на души астральный план, на какой-то на другой на план, астральной, не на ментальный это то план, есть не в мозг. не в мозг. Это душа. Устанавливает контакт. А как вот этот, Подожди, можно еще? да, Можно как-то, знаешь, как будто бы условно, вот эта вот матричная система, пока буду называть ее так, вот та, что там настроена на это, она как-то и врать тебе не будет. Я имею в виду, если вот сейчас какие-то контактеры там или что, они захотят пропинговать свой канал и узнать его качество, то она врать мгм, не будет. Она прям условно тебе в уши также и скажет, что как бы да, там условно вы подключились к матричной системе такой-то, то есть просто никто не спрашивал, мгм, мгм. то есть оно врать не будет. Никто не знает процесс пингования. Но она не заточена на то, чтобы да нет, я вот тот самый, кто тебе нужен. Потому что если условно вот так вот сказать, а давай теперь вот всю правду и все маски там слетают, и ты мне Да, говоришь да, правду, как бы, то она скажет, да, вы подключились к матричной системе, а вы что хотели там? да. Вы- Как-то, знаешь, что потому что этот программный код, когда он был написан, не думали, что будет, ну, что такой вопрос снизу кто-то Да, может да, задать, да, поэтому да. не прописали на него, Такой дурацкий вопрос, да? да-да-да, на него не прописали ответ модулирующий, этот иллюзорный, поэтому она ответит правду. Поэтому все контактеры могут так себя проверить. И не расстраиваться при этом. Это опыт. Если что, можно А как дальше. Мгм. преодолеваются шумы, искажения, вносимые через эго, Мгм. убеждениями, страхами человека-канала? Или Если преодолеваются. Ну, все же через эго идет. Я имею в виду, вот эти потоки, они же все равно идут через личность, то есть они интерпретируются личностью, как она там записывается. То есть Мгм. по-любому здесь влияют настройки личности. Ой, а тут даже можно. А это кто? Это кто-то другой уже. Я тут уловила нотки. А вот тут уже я уловила что-то другое. Не подключение к матричной системе. Вот я другого еще Хорошо. контактера нашла, Мгм. которому в уши какая-то сущность Мгм. льет инфу, и он уже тут уже забавляется, играет, условно, знаешь, что у этого контактера не хватило даже м, импульса, чтобы до матричного потолка доплюнуть. Мгм. Да, А да, его уже достигла он уже ниже к кому-то сразу подключился, веревка, да? кто ближе к нему, кто в его полях, кто где-то тут рядом был, и он подключился с сущности нижнего плана, да. И он забавляется уж с ним как только может. Я имею в виду, ну, ржет, как бы, какую инфу вливать в уши. Мгм. И тут уже просто тут такое пошло информация на уровне м, бытовых каких-то тут и расизм его там в уши, и неприятие каких-то этих э, ви- ви- видов деятельности людей, там что-то вот такое э, в уши идет, а он в кавычках контактер, как бы передает как бы божественную волю. Вот этот контактер, которого я сейчас вижу, но его настроек изначальных не хватило даже вот, чтобы к той матрице подключиться, его сигнал перехватило раньше его же сущность, которая в его полях была, и вот играется с ним так забавно.
А используют ли они какую-то стандартизированную технологию или какой-то энергетический протокол для подключения? Хоть Нет, ну, какой-то, в смысле, садишься и из желания, вот эти вот как раз из эго, из желания просто берут и посылают условно запрос, намерение такое на подключение. есть какой-то ритуал, Нет, никакого ритуала нет, есть намерение. намерение. Намерения есть сиюминутные или они как бы Если временные? оно из эго, оно взращивается, даже можно, знаешь, я вижу тут какую-то персону, которая там себе, не знаю, как ритуал, свечи зажгла, там свет приглушила, там разложила все какие-то Закрыла камушки окна, да? вокруг, то есть каждый себе из своего видения, но все равно условно дальше матричного потолка вот этот персонаж не плюнет. То есть вся эта э, псевдоритуалистика на физическом уровне, типа свечи, камни, кому-то Мгм. травки, когда оно идет вот до этого как бы предела того, о котором мы говорили, то она все как мишура, она вся просто, ну, хочешь и все, развлекайся. То есть она не энергетически не играет. Но я не скажу, что это всегда полная ерунда, потому что энергетически ну, ладно, сейчас. И что был за вопрос? Ритуал, все это Есть ли на месте какой-то совершенный из... какой-то энергетический протокол для Нету подключения? никакого протокола. То есть Если каждый мы... по-своему, да? Все из... Пока я говорю, опять мне перед глазами вот эти 99%, 98%, которые подключаются к матрице, 1%, который подключается к нижним. Видишь, на примере вот того персонажа, который к своему же какому-то нижнему подключился. И вот можно посмотреть скорее вот тот 1%, как они работают. Да. На Ну, счете это три. мгм. Это увидишь. Один, два, три. Человек просто сел. Да сам тут человек весь такой полный, энергетический, весь Мгм. такой объемный. Он просто вот сел, расслабился, успокоился и намерением выстроил канал, и все. И пошло Мгм. общение. Прямо с источника, да? Ну вот, этот общается с источником, который я сейчас наблюдаю. Есть каналы общения и с другими. Я вижу как это скажем, межгалактическими, то есть Мгм. еще Мгм. между разными источниками еще есть пространство, и вот есть канал общения даже у нас представители, кто общается с высшими совсем. Мгм. Они просто условно сели, успокоились, и они могут для физического тела, для расслабления использовать, я вижу этот, как это, масла, аромамасла. Мгм. То есть это Мгм. чисто, чтобы физическое тело расслабить, успокоить ум, Внимание чтобы он ушло из не тела. да-да-да, чтобы не влияли никакие вот эти вот аромапалочки или э, даже камни и аромамасла здесь влияют, чтобы ослабить влияние физики, чтобы она максимально расслабилась, успокоилась, и тогда они могут спокойно настроиться на свой вот этот канал взаимодействия с высшими. А какова, каковы энергетические последствия для человека канала во время и после сеанса ченнелинга? Вот тот, который по-настоящему открытую работу, ну, Мгм. с настоящими Чистый контактирует, такой, да? то он условно, как после баньки, ну, обновился, то есть он получил зарядку от
от своих друзей. Ему только круто становится все. Его интересует вот это состояние чистоты или еще какая-то Нет. информация? Его интересует, ну, он с каким-то запросом приходит же. Что-то спросить, что-то понять, что-то разобраться. А он разбирается это как? Ну, запрос мысленно, когда на Просто медитацию он, ставишь. то есть он получает более полную картину. Ну, яснознание. Вот ты с каким-то Мгм. запросом, вот даже вот с таким же, как ты сейчас в сеансе. То есть там есть какая-то информация, до которой Ну, он... мы же говорим про яснознание, да, поэтому у него есть вопросы, которые он хотел бы понять. Он садится в эту медитацию, соединяется с источником, и это, если это ченнелинг, то он тоже просто, ну, как бы тоже все равно с запросом отправляет. Мгм, Условно, мгм. дай-ка нам, не знаю, рекомендации, как жить в этой текучей обстановке. И вот тебе ответ. А в каком виде? Ты не сказала про тех, кто подключается к сущностям каким-то. Что именно? Ну, я же назвала, что вот был человек, который подключился к тому, кто у него в поле находится, Да. точнее, его перехватили, и вот над ним ну, видно сразу, что прикалываются, но чел воспринимает все реально. Каковы энергетические последствия? Ну вот тут вот это выматывающее. Потому что, Выматывающие, да, потому что вот эта сущность истощающие. нижнего мира, она же в этот момент, как это скажем, обмен идет, но Обедает, да? Обедает. обмен энергиями, обмен информацией по каналу идет, но оплачивает это все одна сторона, как бы энергетически И оплачивает расходы с одного за двоих. кармана, да? Мгм. А А, те, которые к матрице, давай мгм. посмотрим, что с ними. А с ними никак. Ну, то есть это, не знаю, что руки помыл, что тут никаких этих м, Ну, какое-то, наверное, удовольствие получает Ну, еще удовольствие, информация. удовольствие, я имею в виду энергетически, ни Мгм, слива, ни мгм, приобретения мгм. энергетически. Вот в это смысле, что с ними энергии ни туда, ни сюда, а как посидел на диване, так посидел и вот Как было ничего, так и осталось ничего. ну, как Если что-то что-то было, то и было, только и осталось. осталось, да. Почему Тут информация часто приходит в виде символов, метафор, архетипов, а не в виде какой-то цифровой информации? мы сейчас говорим про ченнелеров или Про ченнелев. просто вот информация в виде символов и так далее приходит, ведь, ну, условно, может еще приходить от твоего высшего я тебе Мгм, лично к мгм. там или от твоих. Нас сейчас интересует только ченнелинг. Хорошо, информация им приходит в виде символов, а не текста, да? Или что? Или еще раз тогда? Да, В виде символов, а не как? метафор, архетипов. Мгм. Ну, я здесь вот смотрю на твой вопрос, смотрю на это соединение от матрицы, скажем, и такой Мгм. немножко как бы ну, смешок, что ли, со стороны матрицы. Ну, типа, ну, прикольно же. Ну, как бы у нее такое, это один из видов, ну, тоже ж передача информации. А еще человек, он настроен, скажем, через личность, настроен на один или другой способ То есть все зависит от принятия. человека, да? Ну, не все, но я же говорю, что там и со стороны матрицы я слышала такое прикольно, типа, ситуация. А тут еще человек, условно, если он там во всем видит какие-то м,
тему, вот почему-то мне хочется сказать, сказок, что-то там такое рассматривать, то ему и ченнелить будут условно сказками. Ну, в прямом смысле сказки, которые есть То есть истории. ему передает языком, который для него Привычен, понятен. привычен, понятен. Да. Если человек увлекается всякими символами, ему могут приходить как бы тоже символы, потому что ну, у него такие настройки стоят, скажем, на уровне приемника. На его уровне условно стоит пометка о том, что этот человек работает с символами, например, поэтому ему будет интерпретироваться это в виде символов. Я бы сказала, да, это на уровне человека такие настройки. А давай еще раз посмотрим. Так, и вернемся к тому же этому, Мгм. который идеальный контактер, у него опять только яснознание идет. Я тут никаких символов, ничего не вижу, То вижу есть, просто поток, который на него спустился, и ему все понятно. то есть это интуитивно идет, это на телепатическом таком высоком уровне, который понятен ему. И не нужно никаких символов. А вот это вот символы, метафоры, это как-то ну, забавная игра такая между той матрицей, которая на матричном потолке, скажем, и вот этим персонажем, который сказал, что он умеет отлично разгадывать кроссворды, скажем, вот эти. А передается только информация или еще энергетическое состояние, или чувство. Опять же, мы рассматриваем 99%. Мы рассматриваем уже и то, и то, и то. Давай тогда по очереди. Хорошо. Передается ли что? Состояние или только Или информация? чувство. Сейчас я пытаюсь понять, можно ли, например, на эту матричный потолок условно, а давайте сегодня все будут вещать там, не знаю, условный трагизм. Можно ли как-то настроить вот эту инфу для всех, которая будет вливаться в этот период времени? Хочется сказать нет. Ну, то есть, условно, не было такой цели, задачи, поэтому э, вот это вот, а давайте для всех зададим вот эту инфу, вот такого вот Мгм. нет. Вот есть только все тот же позитив. А состояние? Я тут, когда в этом вопросе опять спускаюсь на уровень пользователя и его настроек в данный Мгм. момент. Мгм. Мгм. То есть То, интерпретация, на что он настраивается, то он и получает, да? ну то, в каком он сейчас состоянии, так оно и на его уровне интерпретируется. Но в зависимости от источника он то ли. Мы пока говорим про тех, которые подключены к потолку. Мгм. То есть там передается просто чуть ли не по кругу одно и то же инфа, а сам этот интерпретирует ее вот в каком он сегодня состоянии. Так, а что насчет этих, ну, истинных, скажем так? Здесь могут какие-то меняться состояния. А здесь я вот слышу какие-то другие нотки, как ты знаешь, там предостережение какое-то, обратить внимание на что-то. Тут так вот по-разному окрашивается это.
м, поток. Не просто условно "мир вам, все молодцы", а тут вот Мгм. обратить внимание на что-то могут позвать или, какой-то аспект в данный момент времени раскрыть. То есть здесь вот передается энергетическое состояние, передается, и посыл передается, и прям вот можно даже условно, ну, по какой-то ситуации, короче, всё, здесь прямо общение в реальном времени. То есть если проблема какая-то есть, то на нее идет реакция адекватно запросу. То есть как, ну, адекватно решаемой проблеме какой-то. То есть если канал истинный, то там сверху идет различные эмоциональные состояния, и все в соответствии с, вопросом. Мгм. То есть если канал истинный, все там Мгм. по-разному вещается. Если канал вот этот, назовем его фальшивый, не настоящий, то там просто: "Мир вам, дети мои, все будет хорошо, ничего не парьтесь, все отлично". Не условно, как знаешь, такое это транс: "Всё хорошо, дети мои, не волнуйтесь ни о чем, не это, не парьтесь, не суетитесь, не знаю, не тревожьтесь, не лезьте, вот будьте дальше в этом, как мухи, или как, кобра и дудочка, знаешь. Все хорошо, не А суетитесь". по каким ключевым параметрам выбирается человек для установления ченнелингового контакта? Если Ну, то, что я вначале говорила, это зависит от, сверху не выбирается человек. сверху не выбирается, да? Сверху не выбирается, типа: "О, гляди, нормальный персонаж, да давай ему, Мгм. условно, макушку, Мгм. дырочку сделаем и будем с ним взаимодействовать". Сверху вообще не выбирается. А Как-то им если это какая-то условно до нас дела нет. А если сущность? снизу сущность? Ну да. Если сущность, даже вот, ну, и матрице все равно. Мгм. А если сущность? Ну, это игры его личного этого, подопечного. То есть как М. То есть, все равно посыл идет от человека. В любых этих трех ситуациях посыл идет от человека. То есть э, ситуация номер раз исходный посыл- благостный, это только человека. да, благостный, там все такое, он пробивает насквозь и доходит запрос с легкостью до источника. Посыл из эго, и я сейчас вам всем тут наченнелю, доходит до матричного потолка, и посыл, надиктованный твоей личной сущностью, находящейся у тебя в поле, из любых соображений, ну, в смысле, из эго, из там чего-то угодно, из "ты самый лучший", "я самый лучший", А все есть равно какие-то человек устанавливает, инициатором взаимодействия является. есть какой-то кармическая какая-то связь или договор души, С кем? который заключается с сущностью до того, как, э, Мы сейчас говорим про темных сущностей ну да, или да. про темных? Ну так они могут просто условно тянуть этот договор, а уже на как он с ними будет общаться, это решается по ходу. Мгм, Ну, типа, нормально проигрывается, если будет он, как будто бы ченнелер мой. То есть, ну, а кто-то даже и не скрывает, с кем ченнелит. Ну, условно, прям мгм. явно говорит, что он там ченнелит, не знаю, с самим Люцифером. И этим гордится. Да-да-да. Хотя он ченнелит там с мелким бесом каким-то. Мгм, мгм. С одним врагом только. Это неважно, с каким хочешь, столько, сколько, знаешь, как это, а сколько ты хочешь? А сколько дашь? Но ты так не играй. Так, если
какая-то врожденная способность или навык, которым можно обучить любого подготовленного человека для ченнелинга? Это, скажем, как и в любом, не знаю, то, к чему все должны стремиться. Мгм. Чистота помыслов, чистота души, отсутствие блоков в виде обид, чувства вины, каких-то травм, психологических, родовых, Мгм. проработок, которые еще не проработаны. Вот когда вот эти все мешающие факторы у себя человек проработал, он становится чистым каналом, То есть, способным к восприятию. насколько важна чистота энергетических центров и Вот это вот отсутствие оно и каналов есть. необработанных психологических травм? Нас 1000% На важна. 1000%. Ну, это оно и есть условно нормальная база для того, чтобы и у тебя родился запрос на взаимодействие не из эго, а из душевной твоей полноты, из любви родился запрос на взаимодействие. Когда у тебя вот этот весь бэкграунд приобретенный или переданный весь уже очищен, тогда из широты души рождается запрос на взаимодействие. Может ли канал своими действиями, не знаю, мыслями, поступками, навсегда потерять связь с источником? Контактер Да. потерять связь? Может ли контактер Мгм. потерять прям с источником? Ну, Вот если с это тем. настоящий, Мгм. то он не потеряет, потому Мгм. что это, ну, как это скажем, условно, та сторона не обидится ни на Мгм. что, потому что она в принятии. Но что можно сделать? Конечно же, все же здесь человек этот, он всего лишь человек, и он, несмотря на условно, какой он там весь благостный, неблагостный, он ведь продолжает играть в свои запланированные игры и в какой-то момент времени может попасться в, назовем это, запланированную даже самим собой, своим духом, какую-то ловушку и перестать быть таким чистым, скажем так, и начать искажать информацию, которая ему передается. И что тогда? Вот как мило. Я просто наблюдаю ситуацию, когда условно был один вот контактер, которого получалось взаимодействовать со светлыми напрямую и вот ну, с каким-то высшим светлым или там с кем-то. А потом он на деньги и эго вот такое вот заиграло, и он Мгм. подключился к уже этому искусителю и Мгм. стал как бы продолжать вещать, но уже из другого канала, потому что Из он другого источника, да? да-да-да, из другого уже вот своему этому демону какому-то подключился, который ему предложил там все блага Мгм. физические. Вот он условно вопрос не прошел с этим, с эго, с деньгами, вот с этим всем. Свой же собственный урок не прошел и стал дальше вещать из канала связи с вот этим демоном. И поначалу что? Такие же речи были возвышенные, а потом в итоге это все стало, Обыденным, да? оно сейчас, аудитория-то у него. Сейчас я Поменялось. посмотрю, зачем это все было, надо. Ну, ты произнесла слово аудитория. Ну Есть вот я пытаюсь правда. посмотреть, как это влияет на аудиторию. Некоторые сразу поотключались, когда вот, ну, почувствовали, что им уже это То не... есть это экзамен для них.
Это для аудитории тоже своеобразная вот, ну, выбор души, Испытание. скажем так, да, который, ну, они, я смотрю, многие просто отключились, а некоторые остались, и что? И это канал, скажем, получается, связи для вот этого вот демона, тоже к ним подобраться. И, значит, у них такой запрос на... Произошла поляризация, да? У них запрос на такой опыт тоже, значит, существует, и посредством вот этого и к ним подойдут с таким же вопросом, и будет проигран определенный опыт. Вот. Ну, то есть я хотела что сказать, что тот, кто контактер, он же все равно человек, и в какой-то момент времени он может выбор души в данный момент осуществить не, назовем это, не по идеальному плану, а по-другому. И переключиться на взаимодействие с сущностью. А канал в принятии, он такой, ну ок, у него же время бесконечно, знаешь. Ну Мгм. хорошо, типа, поиграешь там, возвращайся. А И он начинает играть уже с другим как источником. низковибрационные сущности маскируются под светлых? Есть какие-то, по каким признакам можно это определить? Как происходит эта грань, которая меняются источники, из которых вещаются, вещают эти. Хочется сказать, что им даже маскироваться-то не надо. Тут ты вибрировал на одной частоте и, ну, взаимодействовал условно с оригиналом. А когда у тебя в душе вот это, ну вот я всю ту же ситуацию рассматриваю, там вот человеку предложили либо условно продать канал, либо что-то вот за деньги отдавай, ты будешь что-то. И он согласился. И вот это вот настройка, вот это желание большого количества денег, какое-то оно, ну, это нормально иметь и хотеть материальных благ, но оно было как-то из эго, и он свою вибрацию переключил, ну, в другую сторону. И тут даже маскироваться как бы не надо, автоматически ты пересоединяешься на другой канал, скажем. Ну, ты говоришь, как маскируется? А вот тут ситуация, маскироваться не надо. Человек дальше думает, что он все равно продолжает взаимодействовать с... Он даже почувствовал, что что-то поменялось, но м, ну, тут ведь тоже работает демон этот и говорит, ну, и создает иллюзию уже верную, ну, как бы, чтобы личность не беспокоилась и думала, что все в порядке. А может ли информация от высоковибрационного источника быть не принята или вызывать дискомфорт у канала? Когда включается эго, личность, Мгм. тогда, ну как это скажем, сразу понимаем, что оно изначально было не от души. Мгм. Вот. То, что когда запрос от души, он в принятии, скажем, любого ответа. А когда ты выбираешь, там, условно, что ты мне фигню какую-то говоришь, это же личность. Вот я про это. То есть ты говоришь, может ли быть как-то отвергнуто? Ну, личность может сделать любую драму, и вот. То есть может получить дискомфорт, если нет соответствия вибрационного Ну, уровня. дискомфорт будет, ну, просто потому что это же не, ну как это скажем, это не от источника. Те, кто взаимодействует с источником, они в таком полном принятии, как бы, и поэтому какой дискомфорт? Они же в принятии любого ответа, и там условно негативного, условно стрёмного или условно неприятного, они же в принятии, потому что верят и понимают. А какова возможная цель деструктивной сущности, ведущей ченнелинг?
Какова возможность что деструктивной сущности? Возможная цель деструктивных сущностей. Ну как? Они создают свою игру с этим персонажем. Им, ну, работают Игра, на которая стоит свеч, да? Которая ну, у них вот, энергии, да? у них контракт на взаимодействие, а это всего лишь инструмент. Мгм. Ну, как реализовать вот это вот оморачивание. Ну, вот сейчас они вот в такую игру играют. А может ли один и тот же канал быть антенной для разных, в том числе противоположных по природе источников в разное время? Может ли один контактер сейчас, например, взаимодействовать с источником, а потом взаимодействовать с, с другим светлым или с темным, или с Быть, чем? быть Мне антенной для кажется, разных. может. Может. Человек, условно, по своей природе, вот когда он без искажений, тех, которые ранее были озвучены в виде личной блоки, травмы, Мгм. проработки обиды, он своим намерением может соединяться с любой точкой Мгм. пространства. И с источником, и с там, не знаю, с Сириуса, с Андромедой, и с Нижним миром. Он Но просто не... Подожди, он просто не, как это скажем, объективный и равнозначный игрок в этой всей платформе, что он просто коннектится без искажений, когда у него. Он типа там, условно, ты там, вот хочешь со мной сейчас пообщаться, давай мгм. пообщаемся. То есть мы как-то настроены, что мы можем все со всеми Так и, взаимодействовать. м, и, и вектор направления вот этого перемена не важен. Он может и общаться и с чертом, и Да, да. то есть он так может свои частоты поменять. Не почему поменять. Он ведь в момент, как бы скажем, давай просто поговорим, оно ведь не... Если оно у вот этого чистого, когда Какова, он какова цель такого? нейтральное, вот, он же в нейтрале. Когда человек вот этот В по нейтраль, ну какова цель? ну, если тебе интересно, вот то, что мы сейчас делаем, ну, не сейчас, а в сеансах, мы же тоже, скажем, и с нижними общаемся, ну и что, мы от этого пачкаемся? Ну нет, мы же вот в таком нейтральном просто условно поговорили, всем спасибо, до свидания. Вот тут же тоже настраивается точно такой же контакт, где можно и с демоном поговорить, и с кем угодно, и от этого, ну, не То запачкаться. есть это чисто его личное желание. Давай я буду общаться со всеми. Или, Я говорю, что он может. или все могут через него там Нет, что человек делать из вообще... него рупора. Ну, так это нужно желание человека. Ну, условно, может, кто-то и захочет Вот. ему постучиться, скажет, давай со мной поговорим. Он скажет, нет, извините, я с нижними не общаюсь. Ну, то есть такое что же может быть? Нет, я же всегда говорила, что изначально запрос исходит, не всегда, а вот говорила, запрос исходит от человека. Ну, Мгм. нет, с другой стороны не постучаться и не скажут, я смотрю, ты хорошо ченнелишь, поченнели со мной. Мгм. То есть, если такое происходит, это звоночек, что это всего лишь какой-нибудь чертик в твоем поле Мгм. так развлекается. Но человек по своей природе, если он чист, то он всего лишь условно равнозначный объект в этом всем мире, который может взаимодействовать на уровне нейтрального разговора с любым другим таким же объектом, как мы это делаем в сеансах. А как сам человек-канал может абсолютно точно проверить подлинность источника и достоверность Мгм. информации? Мгм. Важно яснознание или информация в уши. Словно, как говорится, если ты слышишь, то у меня для тебя плохие новости. Если ты знаешь, то м, Радуйся. радуйся, да.
Вот, как-то это первый, самый, наверное, простой способ. А То есть так, подумай, да. сейчас как проверить? Как проверить? А я же уже тоже озвучивала это вопрос. Ну, давай. Условно можно и у Еще раз. канала спросить. Помнишь, я же говорила, что у матричного этого канала нет. Пинговать, пинговать. Нет, пинговать — это искать коннект. А я про то, что там не было запрограммировано, что врать на этот вопрос, поэтому можно ответ получить условно. Да, вы подключились к там к системе, которая организует Вы доступ для клиент ченнелеров. банка, это самое, Да, да? система, матричной системы ченнелер версии 3.0, да. А у А, нижних? м, Ну, потеря энергии во время это будет свидетельствовать, мгм, ну, условно, когда ты выжат как лимон после твоего гениального ченнелинга, мгм. это тоже признак, что ты взаимодействуешь с нижними. Вот. А есть какой-нибудь универсальный вопрос или тест, который мгновенно разоблачит сущность с нечистыми намерениями, который пытается общаться, ченнелить с человеком? Мне кажется, знаешь, как мы, ну, да, вот эти все вопросы прямо типа слетают маски с ним, и ты говоришь мне правду, как бы они ведь тоже так же работают. Ну, то есть можно с кем то там общаешься, задать команду, что а сейчас там слетают все маски и голограммы, и Мгм. ты называешь свое истинное имя, которому ты известен в, не знаю, в тонких мирах. Ну, команду задать, чтобы иллюзии слетели и для себя, и для этого объекта взаимодействия. А каковы могут быть долгосрочные последствия для человека, который регулярно практикует ченнелинг с непроверенными источниками? Еще раз напомню, что сами, как это Мгм. скажем, в идеальном случае, сами вот эти высшие существа не будут искать встречи с тобой. Если в твою дверь постучали с той стороны, то мне кажется, что это значит, что ты на какую-то ловушку нижних отлично купился. Вот. И, соответственно, я про то, что к моменту, когда ты сказал, что с разными он все время контактирует. То есть, если источник не ты Мгм. взаимодействия, то значит это нижние с тобой так забавляются. И, соответственно, потери будут, ну, энергетические потери или какие-то там, как в рамках каких договорных отношений вы так работаете, те и потери. Если это взаимодействие с матрицей, то это, ну, условно, никаких потерь, кроме твоей траты времени и заблуждения всего сообщества, которое тебя слушает. Ну, типа, знаешь, кто-то, не знаю, кто-то крестиком вышивает, кто-то какие-то речи записывает. Каждый развлекается как может. А последствий от взаимодействия позитивного, ну, нету. Я имею в виду с настоящим источником здесь. Ты наполнился, подсказал кому-то какие-то решения и идешь творить в мир. А существует ли этический кодекс или свод правил для высокоразвитых сущностей, которые вступают в контакт? Они, во-первых, не сами не выходят на контакт, пока нету запроса.
Ну, опять же говорю, в дверьку твою они стучаться не будут. Они могут, ну, то есть человек изначально посылает импульс на соединение с каналом снизу. Да, они могут, не знаю, напоминать тебе, если пришло время, там, условно, у кого-то к развитию, как-то во снах, в знаках, что-то это могут. Мгм. Но потом человек садится и устанавливает соединение. Я забыла вопрос. Если есть какой-то свод правил. Вот. Ну, то есть первое правило, что источник взаимодействия, импульс на взаимодействие исходит от человека. Они сами, как бы, допустим, даже не хотелось, может быть, но они не вмешиваются в эту игру без запроса. Это вот свод правил, как Мгм. главное правило, не вмешивайся в игру, пока тебя не просят. М, А А, дальше? Ну, а дальше все 5 разные 3 варианта. Ну, источник, он да, просто источник. да. Низшие развлекаются как могут. Тут как придумают, хитрят, так и развлекаются. А матрица льет мед в уши о том, что Мгм. все в порядке. Молодец. Мгм. Как отличить истинный ченнелинг от голоса собственного высшего я или голоса твоего подсознания? А это разное. То, что мы сейчас рассматривали, это относилось именно к такому, что называется ченнелинг. А голос твоего внутреннего я и этого высшего я и подсознания, он другой. Он, вот я говорю, и у меня вот как-то, не знаю, вот тут Мгм. прямо вот на уровне внутренний канал такой простраивается связи. Мгм. Это ощущения другие, когда ты взаимодействуешь условно сам с собой. Они, как это скажем, вот как будто ты сам с собой взаимодействуешь, что даже никакой дополнительный такой канал, я не знаю, как-то не простраивается. Ты просто с собой общаешься. Как отличить высшее я? От чего здесь мы можем? От этого низких частот. Во-первых, все будет то же самое, что ты ранее спрашивал. Ну, в смысле, это на уровне знания, ощущений, интуиции ответы приходят, а не в уши тебе подсказывают информационно. Взаимодействие с высшим я, вот понимание, вера, интуиция, знаки как раз какие-то, вот эти, знаешь, как говорят, там, бигборды, слова и вырванные из разговора, вот на это общение с твоим высшим я тоже в том числе. А если ты хочешь наладить, ну, садишься в медитацию и открываешь канал связи со своим духом, это тоже на уровне знаний. То есть такой же принцип, как с этим, с истинным, например, источником. Понятно? Нет? Рассказала? Нет? Да, Ну, то да, есть если это высшее я, то это яснознание и чтение знаков для тебя в виде фраз, цифр, сны и все такое. Или открытый, открытое взаимодействие в медитации с, опять же, на уровне яснознания. А здесь что-то по-другому как-то работает. Знаешь как? Вот этот запрос, он не нужен такой вот, как-то скажем, как здесь нет вот у меня таких, назовем это, требований, как я говорила, к мощности вот этого посыла. Тут как будто по умолчанию он должен быть. То есть тут вот матрица, назовем, она не имеет права перехватывать эти сигналы. Ну, как-то, скажем, отслеживать. То есть если вот которые пытаются выйти на связь с какими-то этими сущностями, не с собой, мгм. то она отслеживает и Ну, это перехватывает. в Вот, ее поле, то есть она. да. А те, которые идут на связь со своим высшим я, она как будто бы не имеет права трогать, поэтому они
Потому свободно что проходят высшее через этот находится купол. вне купола, вне пространства Ну вот контролируемое. он никак не мешает, и оно просто идет, этот канал работает, и То есть он, его... он в другие находятся уровни, какие-то измерения. А является ли вся информация, полученная через ченнелинг, абсолютно истинной, или она может быть и субъективной для... Мы же говорили, что когда это истинный, скажем, ченнелер, то, ну, то и информация, скажем, истина, потому что у контактера нету игр эго, поэтому он ее и передает в чистом виде. В смысле, она может быть лично для него или для какого-то сообщества. В чем был вопрос? Или вопрос в том, тот, кто воспринимает информацию, то есть тот, кто Ну, ченнелинг, контактер. контактер воспринимает, он ее передает. Вот Мгм. тот, кто эту информацию воспринимает, это, Слушатели этого блога, читатели, например, да, да? да, да, То, да, что они... они ее воспринимают на своем уровне, они ее как-то анализируют или они Ну, это же воспринимают. также зависит от, как это скажем, открытости взаимодействия. То есть, ну, каждый по-своему, через свои призмы личности, настройки, убеждения. Там еще фильтр идет. Каждый по-своему воспринимает эту информацию полученную. Как и любую другую информацию, все воспринимают через призму своего восприятия. Хорошо, Марина, на счете три отключись от этой тематики. Один, Подождите, два. пожалуйста, вот все у Мгм. меня в начале еще был, не в начале, там, а в серединке где-то затронули вопрос. Я пока не знаю ответа на свой вопрос, мне хочется туда посмотреть. Вот мы также говорили про вот связь с Высшим, а мне хочется как-то посмотреть и связь с Нижним, нижними, да. Не вот эту на уровне личных демонов персонажа, а как-то вот там тоже что-то существует, туда связь, и я хочу туда посмотреть на хорошо. уровне, ну, потому что она Посмотри. где-то маячила, эта информация, я ее не глядела. То есть на уровне, также можно связываться, покажите. На счете три ты увидишь, существует ли такая связь, ченнелинг, с теми сущностями, которые находятся на нижнем уровне. Один, два, три. Да, есть. И вот также, условно, если этот канал чистый, здесь надо прям вообще быть, Там может быть канал чистый. я имею в виду, А конечно. кто может быть, кто может... Послушай, смотри, эти вот контактер должен быть очень, очень чистый контактер, скажем так. Потому что здесь как-то, э, я сейчас попытаюсь описать, вот на эго должно быть прямо гладеньким, чтобы не зацепиться ничего. Потому что при взаимодействии с вот этими, как скажем, высшими сущностями нижних миров очень легонько подцепить какие-то дополнительные программы, ну, потому что ты своим вниманием, получается, спускаешься в нижние миры, но с ними тоже можно взаимодействовать и контактировать, если у тебя То нету есть ты вот этих про, зацепок на ты про эго. нас говоришь, если у нас может произойти сеанс. Да, может сеанс произойти, Мгм. конечно, и с ними тоже можно общаться, немного информации могут рассказать и показать. И вот только вот тут нужно быть контактеру очень, ну знаешь как, корона, может эго вырасти, потом прям Да, вот, да, вот да. потому что тут прямо условно вместе с простройкой канала уроки вот эти вот на проверочку цепляются просто дополнительно и по-любому. И ты либо их надеваешь эту корону, которую тебе Мгм. сразу дают, либо она лежит, и ты такой, ну, корона, и ладно, и не нужно.
Потому что они играют вот эти уроки сильнее здесь как-то, потому что ты Мгм. направляешь внимание в эту сторону. Ты Но с этим, подставляешься под возможной. ну, ты туда внимание направляешь. Условно, если ты идешь, не знаю, спускаешься в колодец с скорпионами, ты должен понимать, куда ты спускаешься. Быть самим скорпионом, да? Нет, ну, это тоже, конечно, но, но можно просто, не знаю, невосприимчив. Ну, короче, настроечки аккуратнее надо быть, потому что все, кто даже пытаются ченнелить, если у них эго не проработано, то они сразу становятся клиентами. Вот. А если эго проработано, то они, ну, поченнелили и, ну, молодцы, спасибо. А то так можно в договорные отношения попасть. Хорошо, Марина. А теперь на счете 3 отключаемся от этой тематики. 1, 2, 3. А теперь, Марина, на счете 3 отключаемся от всех информационных потоков, к которым мы были подключены. 1, 2, 3. Повышаем на счете 3 наш уровень энергии вибрации до максимального значения. 1, 2, 3. Сейчас я начну выводить тебя из этого состояния. Твое сознание тебе мягко вернуться в бодрое состояние, сохраняя ощущение комфорта и легкости. Я буду считать от 5 до 1, и с каждым счетом ты будешь чувствовать, как твое сознание становится все более ясным, а тело легким и наполненным энергией. 5. Ты начинаешь постепенно возвращаться здесь и сейчас. 4. Твое дыхание становится глубже, а мысли более четкими. 3. Ты чувствуешь легкость и бодрость во всем теле. 2. Ты почти полностью здесь, ощущаешь приятную свежесть в сознании. И 1. Полностью пробуждаешься, чувствуешь себя комфортно, бодро и комфортно. Когда ты откроешь глаза, ты будешь чувствовать себя отдохнувшись спокойно и наполненной сил. Сейчас сделай глубокий вдох и на выдохе открой глаза, полностью вернувшись в бодрое состояние. Марина, как ты себя Мгм. чувствуешь? Хорошо. Замечательно. Дорогие исследователи бессознательного, мы достигли конца этого необыкновенного путешествия сквозь слои времени и скрытой памяти. От всего сердца благодарим вас за ваше присутствие и реакцию на удивительную информацию, которая открылась сегодня. Каждый комментарий, лайк и репост помогает нам продвигать наши исследования. Искренняя благодарность Марина, чей талант и открытость сделали этот увлекательный опыт возможным. Если вас заинтриговало увиденное, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие сеансы. До следующей встречи. Оставайтесь любознательным и открытым к тайнам, которые могут раскрыть наш разум. Желаю вам мира и внутренних открытий. До свидания. Всего хорошего.